Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие движения на рынке происходят и что ожидать в ближайшее время. Давайте посмотрим календарь. Так, что у нас здесь? По Германии вышел хороший ВВП. Снижение ВВП не такое большое, как предполагалось. Год к году это достаточно позитивный момент. И квартал к кварталу здесь вообще отличная ситуация. Так, далее. По поводу текущей ситуации, индекс делового климата вышел лучше, чем предполагалось. Это good, это очень good. Но есть один маленький момент, который связан с деловыми ожиданиями. Он достаточно негативный. Это не самый сильный фактор, но это тем не менее тревожный звоночек, который указывает на то, что в ближайшее время вот эта вся ситуация с ковидом, она надавит и на Германию. И немецкий бизнес, он это ждет, он к этому готовится и ожидает развития негатива в самые ближайшие месяцы. Итак, давайте дальше графиком. По ВИКСу сегодня открытие произошло, движение вниз. Если бы ВИКС еще пробил вот это минимальное значение 21,7 и ушел хотя бы на 19, это было бы действительно очень хороший знак. Потому что если это произойдет, слом растущего тренда, и, соответственно, если слом тренда и ВИКС начинает проседать, это риск он, это вложение в акции. Далее DAX, немецкий индекс, сегодня открылся позитивно, он пытается расти, даже вот здесь была просадка и все равно ее откупили, и сейчас он торгуется у верхней границы. Это 4-часовой график. Здесь критично удержание выше 12970. Если вот этот диапазон удерживается, то новогодний ралли go on. Так, далее S&P, SFD на фьючерс, часовой таймфрейм. Здесь у нас была попытка все это дело отлить. Тем не менее он удержался выше 3600. В ближайшее время, если не будет повторной попытки с пробитием 3590, то нас ждет уже сегодня движение поступательное наверх. Цель это пробить 3630 и потом попытаться переписать максимумы, которые были ранее. Если будет пробитие 3590, он начнет проседать, и цель движения вот эта синенькая линия 3580. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну что здесь примечательно? На текущий момент вчерашнее вот это мощнейшее движение, оно получается было локальной фиксацией прибыли. Если мы сегодня закрываемся ниже 92.35, вот в этой зоне, то наиболее вероятно, что на этой неделе мы пойдем тестировать на пробой 91.86. Здесь возможен обратный сценарий. Если на этой неделе еще кто-то сообщит по поводу вакцины, та же AstraZeneca может сообщить, что она подала документы на регистрацию, то в такой ситуации мы увидим сначала провал индекса доллара, движение на 91,85 вот сюда вот, и потом возможно обратный отскок на 92,5. Вот ситуация может повториться, как была вчера. Это связано с тем, что фиксируют позиции, соответственно покупают активы на ожидании событий и начинают распродавать на свершении. Соответственно, когда идет риск-он, покупка активов, то это связано с тем, что индекс доллара падает, и когда начинается обратный процесс, то индекс доллара растет. Вот, поэтому здесь движение, оно в очень сильной степени сейчас связано именно с вот этими всякими вакционными делами, потому что пока на текущий момент Китай и США, там пока противостояние, оно немножко притухло. Тут, я думаю, никаких сейчас резких движений не будет до момента перевода всех дел на администрацию Байдена. Вот, далее посмотрим, как будут события развиваться. Это отдельная тема для дискуссии. Сейчас 12.17 по Москве. Пока индекс доллара на текущий момент снижается. Возможно, вот на этих значениях будет разворотная формация и отскок на 92.36. Тем не менее, пока никаких оснований для того, чтобы это происходило, нету. Можно будет сказать о том, будет это или нет по факту закрытия часа, то есть когда будет 13:00. Вот. А пока здесь все-таки все указывает на то, что мы сегодня либо завтра сходим на 92.05 вот сюда вот к этому значению. И дальнейшее ослабление индекса доллара, локальное внутри дня, это позитив для нефти и российского фондового рынка.
Так, далее нефть, бренд, часовой таймфрейм. Здесь что могу сказать? Вот у нас эта формация, она указывает на то, что никак нефть не могут развернуть и отлить для того, чтобы она сходила, ну хотя бы на 45,5, вот сюда вот. Поэтому в ближайший час-два, если у нас будет удержание 46,1, 46,15, вот этот диапазон, если не пробивает, то высока вероятность того, что отсюда будет движение на тестирование на прочность 46,72 и потом уход в район 47 плюс, но скорее всего 47,5, там есть определенная цель. Вот. Здесь, если возникает пробой, то у нас отсюда развивается откатное движение, и цель этого движения сходить на 45,5, 45,6. Так, друзья, далее золото. Сразу хочу сказать, что если вы с этим инструментом хотите начать работать, но вы работать хотите с ним начать не внутри дня, а там на день, 2-3 неделю, то лучше пока воздержаться, потому что пока ситуация до конца не ясна. Если рассматривать движение инструмента в течение дней, недели, вот эта точка, она может послужить разворотом, но может послужить и промежуточной точкой остановки, прежде чем произойдет более сильное снижение на 1700 и ниже. Вот, поэтому среднесрочно его лучше пока не трогать. Вот, что касается текущей ситуации, здесь у нас, исходя из 15-минутного таймфрейма, на который я внутри дня ориентируюсь, сейчас намечается разворотная формация и отскок на 1830. Эта идея не срабатывает сейчас при пробитии 1820,5. В этой ситуации мы повторно идем тестить 1818,8. Это по Чикаго котировка. А вот пробой 1818, если пойдет дальнейшее движение ниже 1815, будет означать то, что по золоту сегодня или завтра мы можем увидеть уже и 1800. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 15-минутная котировка. На что хотел обратить внимание, то, что его не пускают ниже, не то что 75,5, а 75-75. Видите, вот здесь фактически проходит сильный уровень демаркационной линии, его все время отсюда начинают ослаблять, то есть доллар растет. На что хотел обратить внимание. Если сейчас перейти на часовой таймфрейм, то у нас получается здесь формируется восходящее движение. Цель этого восходящего движения сходить вот сюда вот на 76,3, 76,35. Вот этот сценарий будет отменен, если сейчас возникает повторное движение вниз и тестирование на пробой 75,6, 75,5 вот этого диапазона. Если такое движение будет, то нас ждет либо консолидация в районе 75,5, 75,6, который там несколько часов продлится, или же добой уровня 75,5 и уход в район 75, 74 и 85. Но на текущий момент, все-таки с моей точки зрения, здесь будет либо дальнейшее накопление в этом диапазоне, поскольку его не пускают ниже вот этого диапазона 75, 75, 75,5. Или отсюда пойдет дальнейший рывок и движение на 76, 23, 76,3. Далее евро-доллар. Здесь пришли на первую цель. Если мы в этом диапазоне начинаем торговаться или пробиваем 1,1880, у нас отсюда формируется импульс движения в диапазон 1,19, 1,1915. Вот. Если сейчас возникает откат и будет пробой 1,1865, 1,1860, то мы, вероятно, сегодня вернемся вот сюда вот, в район 1,1850, 1,1840. Я думаю, больше вероятность того, что отсюда сформируется движение наверх, поскольку пока никаких сигналов на то, что здесь будет разворот и откат, не поступает. Возможно, когда будет 13:00 по Москве, здесь, исходя из того, как закроется час, будут определенные признаки того, что будет разворот и корректирующее движение вниз. Вот. Но пока таких сигналов нету, и поэтому я думаю, более вероятно дальнейшее продолжение движения вот сюда, вот в район 1,19. Так, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, 15-минутный таймфрейм, сразу беру.
Вот здесь какой есть интересный момент. Уровень 90,2. Если он сейчас пробивается на объеме или по факту пробития начинается проторговка, то мы сегодня увидим движение, цель которого будет сходить на 90,4. Вот сюда вот. И возможно пробить его и уйти выше в район 90,7. Вот. Но на текущий момент, если здесь сейчас все-таки развивается откат и пробитие 90, 89, 95 вот этого диапазона, то мы отсюда проваливаемся и идем тестить 89,8. На текущий момент я склоняюсь к тому, что будет развиваться движение вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее Сбербанк, сразу часовой таймфрейм ставлю. Что здесь примечательно? Здесь по сути идет каждый вечер набор позиций и потом с утра раздача. Вот, сейчас у нас движение, цель которого сходить на 238,5. Если закрепляется он в ближайший час, 2, 3 в этом диапазоне от текущего значения 240 до 238,5, то вполне вероятно, что мы во второй половине дня или завтра с утра увидим коррекционное движение наверх, и цель этого движения будет сходить на 242,5, 243, вот сюда, в этот диапазон. Если сейчас развивается движение, которое пробивает 238,5, то у нас следующая точка остановки будет в диапазоне 237, 236,5, вот здесь вот. И сильный уровень, который 235,3, 235,5, его пробитие приводит к тому, что Сбербанк начинает двигаться в диапазон 233-234. Пока такой сценарий видится мне маловероятным. Наиболее вероятно от текущих значений либо от этого диапазона накопление и повторное движение, цель которого сходить вот сюда вот. Так, далее Газпром, но у нас здесь идет консолидация с поджатием к сильному уровню. Вот, в случае его повторного пробития цель движения 195. Ну и часовой таймфрейм. Что здесь примечательно? Если удерживается диапазон 183, 184, ну даже 182,7, 184, вот этот диапазон, если он не пробивается, то от текущих значений либо из этого диапазона развивается движение, цель которого сначала пробить 186 и потом попробовать сходить в район 194-195. Если этот диапазон сейчас будет пробит, то либо возникает сразу короткий задерг, либо начинает он валиться, и цель движения в этой ситуации будет сначала 180, потом 177. Я думаю, пока такой сценарий маловероятен, потому что за Газпром взялись, это видно. И здесь наиболее вероятно, что его все-таки будут тянуть наверх. Так, друзья, далее Норильский никель. Но Норильский никель идет как паровоз. Цель у него движения вот этот диапазон, недельный таймфрейм. Давайте дневочку посмотрим. Так, дневочка у нас не такая оптимистичная, она с гэпом. Это означает, что в случае отката и пробоя 20 900, 20 800 может развиться возврат вот сюда вот на 20 600, 20 500 в этот диапазон. Более детальное рассмотрение на 4-часовике показывает, что такой процесс пойдет только в том случае, если будет пробой 20 850. Если 20 850 на объеме не пробиваем, то вот это все приводит к консолидации и дальнейшему движению наверх. Так, далее Аэрофлот, по нему много вопросов. Но смотрите, здесь ситуация по нему разворачивалась немножко нестандартно. С одной стороны, он здесь пробил определенный уровень, после которого он должен был посыпаться в район 37-40. Однако такого не произошло, потому что здесь его кто-то начал активно тарить. И по сути мы здесь увидели разворотную формацию, отбой от уровня 57, ну с задергом, то есть по дневкам он должен был после закрепления начать стремительным колом падать на 37. Вот. Но здесь его начали выкупать, судя по всему это действовали какие-то определенные структуры, не буду говорить какие. И после этого сразу он начал отрастать. Цель движения здесь находится в этом диапазоне 85-89. Если здесь закрепляется, то дальнейшее движение на 105. Но здесь надо четко понимать, что коронавирус никуда не делся.
и восстановление для авиакомпаний будет очень долгим и непростым. И поэтому вот весь этот волшебный рост, который сейчас начал здесь происходить, в любой момент может прекратиться. И все-таки 37 никто не отменял. Так, недельный таймфрейм. Но здесь все развивается по классике. Немножко, правда, не дорисовали двойное дно. Тем не менее, пошел импульс. Цель этого импульса сходить вот сюда, вот в этот диапазон. По дневке тоже ракета. Пока никаких оснований для остановки нету. 3 белых солдата и пошли наверх. Так, друзья, если рассматривать более короткие таймфреймы, никаких оснований для остановки Аэрофлота пока не наблюдается. Ну, его начали нагонять наверх. Единственное, что здесь может произойти, если пойдет коррекционный откат и будет пробит 67 уровень, то в результате пробития этого уровня вполне он может цепануться сначала на 65,3 и потом уйти отсюда на 59, 59,5, вот сюда, в этот диапазон. Пока никакие факторы не указывают на то, что такое движение разовьется. На текущий момент вот есть все основания полагать, что его погонят дальше наверх. Вот. Это никто не отменяет стопы и периодические фиксации позиций, надо об этом помнить. Вот. И текущий формат указывает на то, что он будет идти наверх. Все, друзья, спасибо за внимание.